Всем привет! Это компания Skyboard, меня зовут Андрей. И в этот жаркий 40-градусный день мы выбрались сюда, чтобы снять обзор на новую эксклюзивную модель от компании Skyboard. А именно, посмотрите вон туда, это Ситикока BR30. Давайте посмотрим на этого красавца поближе. Наверняка вы уже видели на нашем сайте огромное разнообразие всяких моделей, но этот красавец особенный. Давайте посмотрим на его внешний вид. Мы, как всегда, в Китае, мы, как всегда, ищем самые интересные, эксклюзивные места, чтобы показать вам не только нашу продукцию, но и вот эту вот всю красоту. Но, кстати, там мы уже написали название нашего сайта на китайском. Если вы не верите, то смотрите. Да? Кстати, этот же сайт, ссылочка на него будет в описании. Ну и давайте пройдемся по внешнему виду этого байка. Это наше не первое видео, и у нас уже есть кое-какие традиции. И одна из наших традиций — это посмотреть на этот байк моими глазами. Как я уже сказал, широкое колесо с шоссейной резиной. На асфальтном покрытии себя чувствует очень уверенно. Да и в принципе по гравийке мы проехали тоже отлично. Крыло, двойная мотоциклетная вилка. Здесь у нас поворотники, звуковой сигнал и стробоскопы, ниже противотуманные фары, наша любимая огромная супер яркая фара и спидометр. Давайте передвинемся к нашему рулю, посмотрим, что у нас на руле. Так, здесь у нас с правой стороны традиционная рукоятка газа, тормоза, здесь это передний тормоз, на той стороне задний тормоз. Бачки с тормозной жидкостью прозрачные, чтобы могли контролировать уровень тормозной жидкости. Кстати, тормозная жидкость используется до 3 или до 4, то есть никаких проблем с этим не возникнет. Да и смотрится, в принципе, такая конструкция намного эстетичнее, да, и по цветам и так далее. Зеркала заднего вида, потому что безопасность прежде всего. Естественно, мы должны соответствовать всем нормам, что мы, собственно, и делаем. Здесь у нас включение-выключение противотуманных фар, ключи, о ключах немножко поподробнее попозже, и держатель для телефона с функцией подзарядки от USB. Давайте посмотрим на него. Давайте посмотрим. Вот здесь, да, у нас обычный USB, заглушка для него, и снизу, я не знаю, сейчас видно или нет, но вот здесь есть такой ползунок, который включает и отключает подзарядку. Это удобно, потому что на ходу, не останавливаясь, мы можем просто, уже зарядив телефон, выключить это и двигаться дальше. Спидометр, очень информативный спидометр, но о показаниях спидометра немножко попозже, там очень много всего интересного. Он же бортовой компьютер, кстати, он настраиваемый с системой кое-какой диагностики, обо всем написано в инструкции. Вот здесь у нас кнопка включения аварийного сигнала. Кстати, работу всех лампочек мы вам покажем чуть-чуть попозже тоже. Перейдем на левую часть. Здесь у нас задний тормоз. Кстати, здесь регулировка, то есть вращением вот этого вот колесика мы делаем тормоз дальше или ближе. Я имею в виду рукоятку тормоза, чтобы было удобно для размера вашей ладони. Потому что руки у всех разные. Наш любимый звуковой сигнал, поворотники. Да, удобно, то есть у нас рука лежит на рукоятке, и мы спокойным движением переключаем вот таким естественным влево-вверх, вправо-вниз. Нет, вправо-вверх, влево-вниз, вот так. И управление фарой. Два положения, ближний свет и дальний свет. Но я вам честно говорю, что когда вы включаете всю гирлянду, а это и фары, и противотуманки, и аварийки, он светится очень ярко, его видно даже днем. Так, давайте посмотрим немножко на техническое оснащение переднего колеса. У нас здесь стоят дисковые тормоза, профессиональная тормозная гидравлическая система. Здесь вот диск с отверстиями для вентиляции, и здесь суппорт. Колодки зажимают диск, вот так, собственно. Здесь у нас большая двойная, довольно-таки мягкая сидушка, вот обшита, кстати, очень качественно обшита. Швы аккуратные, ровные.
Здесь с легкостью помещается 2 пассажира. Мы это тестили неоднократно, да, в принципе, вы сами все видите. И вот эта вот фишка у нас на багажнике. Здесь такая спинка для заднего пассажира. Даже если ты едешь с рюкзаком, ты упираешься сюда спиной, рюкзак спокойно ложится на вот эту вот поверхность, и тебе вполне себе комфортно. Также для заднего пассажира предусмотрены подножки вот такие вот, естественно, и с одной, и с другой стороны. Ну и водитель, естественно, ставит свои ноги вот сюда. Широкая площадка, кстати, туда даже можно поместить какие-то пакеты с продуктами, и довольно-таки большие, что очень удобно. Это что касается удобства езды и практичности именно по такому хозяйственному моменту. Кстати, еще одна фишка. Вот эта вот подножка у нас, в ней есть функция предохранителя, так называемым, потому что когда он стоит на подножке, мы даем газу, смотрите, вот я кручу, он не едет. Это сделано для безопасности, для того, чтобы, если, допустим, у вас здесь стоит ребенок, или вы просто остановились и случайно повернули ручку, вы никаких прецедентов не создадите. Что хотелось бы сказать про спидометр. Здесь у нас отображается скорость в километрах в час, дистанция, зарядка батареи. Также мы можем видеть здесь информацию о поворотниках, видите? Вот левый, правый и аварийки. Мы видим, когда они у нас включены. И дистанция иногда показывает заряд батарейки в вольтах, что тоже очень важно и информативно. То есть, когда вы едете и на ходу она иногда переключается раз там, в минуту на несколько секунд, показывает вам зарядку батарейки в вольтах. То есть 2 индикации заряда батарейки. Кстати, одно из главных отличий от других моделей. Обратите внимание на алюминиевое литье, 12-дюймовое. Красивое, высокое литье. Вы посмотрите, какой клиренс. Но о клиренсе немножко попозже. Я думаю, что в принципе я могу под ним пролезть. И ладно, так уж и быть, раскрою кое-какие карты. У него просто поразительная мягкость хода. Он действительно, он не едет, он просто плывет, что даже начинает укачивать. Сейчас давайте поговорим о фарах. Как всегда, прицел на оператора. Женька! Что-то, мне кажется, я слишком далеко отошел. Ну ладно, посмотрим. Привет! Вон та маленькая точечка, это оператор. Ну давайте включим фары. Начнем мы с ближнего света. Видно? Конечно. Конечно, сказал он. Дальний. И дальний видно. Хотя он же вниз направлен сейчас, правильно? На дорогу. Ну да, у нас отстроено это на дорогу, чтобы не слепить. И то мне хорошо видно. Я бы на него не смотрел без очков. Да, действительно, без очков на него смотреть тяжеловато, даже в такой жаркий день. Включаю туманки. Я снимаю сверху, поэтому они направлены не в мою сторону, но тем не менее, вы все видите на экране. Интересно, мне бы уже было самому посмотреть, как это выглядит скорее. Кстати, вот смотрите, здесь также нам показывается то, что наши фары включены. И давай напоследочек самое красивое и вкусное, это аварийки. Давай. Оп. А выключи фары. Фары выключаю. И туман. Туманки выключаю. Аварийки выключаю. Давайте посмотрим на заднюю часть нашего байка. Здесь у нас установлены такие же дисковые тормоза. Вот это вот самая главная мускульная сила любого электробайка — это мотор-колесо. Мотор-колесо мощностью 3000 Вт. Какую скорость она развивает, мы увидим позже, когда сделаем наш скоростной тест. Вот здесь у нас одна из наших самых любимых фишек, а именно это регулируемые газомасляные амортизаторы. При помощи вот этой вот гайки мы с вами можем регулировать жесткость пружины. И вот здесь, вот сюда мы можем закачать воздух при помощи манометра, отрегулировать давление, вот здесь вот. И установить давление на обеих стойках, такое, какое нам необходимо для жесткой или мягкой езды. Тут выбирать вам, и сделать это абсолютно легко, даже не прибегая к помощи каких-либо профессионалов. Давайте поговорим о наших батарейках. Вот здесь у нас такой замок. Открываем. Снизу находим защелку. Вот так ее придерживаем и открываем наше батарея-хранилище. Кстати, каждая батарейка 20 ампер-часов на 60 вольт.
штекер. Если одна батарейка села, мы просто берем, переключаемся на вторую батарейку. Эту батарейку легко вытащить, унести домой, поставить на зарядку. Зарядка, кстати, при помощи 4-амперного зарядного устройства происходит довольно-таки быстро, то есть 6 часов, и наша батарейка полностью заряжена. Также здесь мы делаем шумовиброизоляцию небольшую для большего комфорта. На одном заряде батарейки можно проехать в районе 50 километров при идеальных условиях. Ну, давайте двигаться далее. Раз уж мы с вами заговорили о ключах, давайте посмотрим, какие ключи для чего. Этот ключ у нас для зажигания. Вот этот ключ у нас открывает как раз таки доступ к батарейкам. Самый большой ключ для этого багажника, но мы туда еще посмотрим. И сигнализация, брелок сигнализации. Кстати, сигнализация имеет несколько функций. Например, постановка на сигнализацию, снятие сигнализации, поиск. То есть, если вы припарковались где-то в торговом центре или в людном месте, где куча всяких автомобилей, вы спокойно по звуку можете найти. И бесключевой доступ. Нажимаем, держим, отпускаем, нажимаем. Все. Видите, мы завели наш байк. Как же его заглушить? Кнопкой снятия сигнализации мы его заглушили. Ну и давайте посмотрим на заднюю часть нашего ситикока от компании Skyboard. Это модель BR30 3000 Вт. Здесь мы видим светоотражатель еще в пленочке, но уже немножко грязненький, потому что мы тестим его по-всякому разному специально для вас. Стильная сумка. Здесь у нас также поворотники и стоп-сигнал. И мой любимый огромный супервместительный багажник. Давайте посмотрим, что у нас там есть. Открываем здесь, вставляем ключ, поворачиваем. Оп, а у нас тут, как всегда, куча хлама. Но сегодня об этом хламе мы хотим рассказать немножко поподробнее. Наверняка, если вы смотрите не первое наше видео, вы уже знаете, что это такое. Это фирменный чехол. Кстати, он водонепроницаемый. Покажем, как он выглядит немножко попозже. Давайте еще разберемся в комплектации. Мы специально нагрузили сюда много всего интересного. Например, китайские чаечки. Например, кстати, в комплектации к вам идет сервисная книжка, да, гарантийная. Инструкция по применению, оно же руководство по эксплуатации с подробнейшим описанием, картинками. Вот, посмотрите. И набор инструментов. Кстати, эти инструменты подходят ко всем абсолютно болтам, которые можете найти на данном скутере. Я не считаю силовые болты, которые держат колеса, и то вот этот ключ к ним подойдет. Давайте посмотрим на наши инструменты поближе. Ключи металлические, тяжелые, то есть, смотрите, они чуть асфальт не сломали. Соответственно, никак они не испортятся, очень хорошего качества металл, дополнительные катафоты и куча всяких разных болтов, креплений и так далее. Ладно, давайте закроем. И вот такая белая коробка. Что же у нас внутри, мы не имеем ни малейшего понятия. На самом деле мы знаем, что внутри, мы просто выпендриваемся. Давайте откроем и посмотрим на наше зарядное устройство. Оп! Смотрите, зарядное устройство 4 ампера. Соответственно, оно зарядит ваш байк быстрее, чем какие-то 2-амперные зарядные устройства. Да, кстати, такие есть, но мы предпочитаем использовать настоящие, оригинальные, качественные зарядники. Оно очень тяжелое, вот смотрите. Да? Очень тяжелое. Внутри у него установлен процессор, который контролирует все функции зарядки, все этапы зарядки. В общем, вот такой красавец с системой охлаждения. Блин, кстати, тоже зарядка очень красивая. Вот серьезно, мне зарядка очень понравилась. Тебе понравилась зарядка? Возьмем парочку. Да, давай парочку возьмем чисто на тумбочку. Ладно, давайте мы с вами приоденемся. И вот в таком чехле можно прятаться, самому прятать ваш байк от солнца, от дождя. Он водонепроницаемый, и это очень круто и удобно. Даже если вы ставите его на зимовку в гараж, его накрываете чехлом и защищаете от пыли. Ну и сейчас одна из самых любимых наших фишек, а именно, смотрите. Оп! Как всегда, если наш телефон в держателе для телефона, это значит, что настало время включить музычку. Кстати,
Кстати, колонка у нас спрятана здесь, в дисплее. Вот такая сегодня песня, вот такое сегодня настроение. Мы поедем и протестим этот байк. Погнали! Ну, собственно, далеко нам ехать и не надо. У нас здесь вот такой вот интересный подъем. А как мы сюда заехали, так и будем выезжать. И посмотрим, как он себя поведет. Но прежде чем ехать, нужно его включить. Поедем мы медленно. Здесь градусов, наверное, 40, если не 45. Промахнулся. Теперь посмотрим, как работают наши тормоза. Задний, передний, оба работают. Так, ну и теперь наш тест, остановка на эстакаде. Главное здесь вовремя тормоза отпустить, потому что фишка такая, что когда ты зажимаешь тормоза, мотор отключается. Ну, это опять же для безопасности сделано. Надо вовремя отпустить тормоза и газануть. Склон кривой. Еще раз, еще раз. Поехали. Склон не только очень крутой, но он еще и очень кривой. Но тем не менее мы выехали. И пора переходить к другим испытаниям. Поехали. Так, этот Супер Нано Гидро экстра мега костюм на мне означает, что сейчас пришло время для испытания скоростью. Посмотрим на максимальную скорость данного байка, 3000 ватт. Я напоминаю, что мы работаем в условиях адской жары. Здесь 40 градусов минимум, наверное, в тени 40 градусов. Но, тем не менее, это не повод для нас отступать. Мы сделаем этот тест. Вот наш GPS, наша камера включена. Значит, настало время испытать, какая же максимальная скорость. Сейчас эту машину пропустим. К сожалению, погодой управлять мы еще не умеем, но я уверен, что компания Skyboard скоро сделает и байк с управлением погодой. Китайские водители тоже являются фактором нехорошим. Не от слова фактора, а от слова другого английского. Все, поехали. Что хочу сказать, этот байк идет очень-очень мягко и вальяжно. Как я уже говорил, за счет клиренса, за счет мягкости системы амортизации, он прямо-таки плывет. То есть я сейчас чувствую это легкое покачивание. А тем не менее скорость уже 47 км в час, 48, 49, 50. Слушайте, а мощности есть еще хватает. 51. Ой, дорога закончилась. Дорога закончилась. Так, немножко неудачно дорогу выбрали, но в обратную сторону дорога длиннее, потому что мы там стали примерно на середине. Давайте не будем останавливаться, сразу погоним. Газ в пол. И скорость уже 24-27 км в час. Так, я надеюсь, вам видно. То есть. Так, расхождение есть с основным спидометром, но это не беда, это все настраивается. Скорость 51, 52, 53, 54, 55, 56. Давай, 57 хочу 57. Сколько же воююсь? 57, да, 57 было, вау! Так, 57 километров в час уже на последнем отрезке он набрал, но последние эти километры, 2 километра в час он набирал совсем неохотно, потому что
Условия, кстати, вот что я говорил об идеальных условиях, условия не идеальные. Но я думаю, что юг Китая, в принципе, не самое лучшее место для идеальных условий, начиная от погоды, заканчивая вообще всем. Так, 57 км в час. Я тебе хочу сказать, это отличный результат. Это прям очень достойно. А теперь, по традиции, испытания двумя. Давайте посмотрим, кто у нас сейчас сзади сидит. Вот посмотрите, вот такой вот здоровый дядька с камерой. Это Евгений. Так, расскажи нам, как хорошо быть здоровым для наших тестов. Я говорю, хотелось бы похудеть к лету, но вот с такими обзорами мне нужно поправиться, наоборот, правильно? Да, правильно. Чтобы больше нас было, чтобы не надо было брать еще двоих китайцев, а можно было сразу за двоих сойти. Да, в принципе, нас и так уже очень много. Нас 170 килограмм, наверное, сейчас уже больше. Так, все у нас, аппаратура работает. Ага, машин нет. Поехали. Испытания двумя. Расскажи, как тебе там сидится сзади. А мне очень. Очень удобно. Потому что есть спинка. Да, есть спинка на багажнике. Так, скорость растет. Естественно, в динамике мы теряем за счет нашего веса. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Не, растет, конечно, уверенно, но просто не так быстро. 44. Здесь я уже был один на этом моменте, порядка 50. По-моему, 51, 46 здесь. О, дорога закончилась. И сейчас мы проедем обратно. Там отрезок у нас подлиннее. Просто мы уже разбили наш лагерь. У нас куча всяких рюкзаков, аппаратуры и байки, поэтому нам неудобно все двигать. Поэтому отсюда сразу и начнем. Ага. Скорость 23. Я надеюсь, вам все прекрасно видно. Я не люблю встречку в Китае, потому что кто знает, чего от них ожидать. Ну давайте. 42. 45. 48. Так, тяжеловато. 49. 51. 52. 54. 55. 55 км в час. Так, ну что я вам могу сказать? На самом деле, блин, хороший результат. Мощность отрабатывается. Мощность позволяет нам разогнать его до скорости близкой к максимальной. Вот, естественно, он делает это медленнее по понятным причинам, что масса, она очень сильно влияет. Но, знаешь, я очень доволен результатом, учитывая, что этот байк настроен на очень мягкую езду. Прям, знаешь, это как такой бизнес-класс среди байков. Но, тем не менее, мощность он свою выдал. Что ж, 57 максимальная скорость, 55 скорость с двумя людьми. Но, учитывая все условия, в которых мы производим эту съемку, я думаю, что это не предел, и что эти условия повлияли не в лучшую сторону. Это утки в своей естественной среде обитания. Главное их не спугнуть. Я думаю, что и вы бы, в принципе, испугались вот этого, так что уток вполне можно понять. А помнишь, как Фредди Меркьюри делал? Hey, yo. Hey, yo. Так, ну давайте немножко поговорим об ощущениях от езды. Смотрите, здесь разбитая дорога. Мы выехали в какую-то деревню и заехали за деревню, где еще одна деревня. Дорога просто ужасная, но эта мягкая ходовка справляется на ура. Просто посмотрите вот на вот это вот. Слышите, как оно громыхает? Просто посмотрите на машины, да, как их трясет. И как бы
У нас, естественно, я чувствую кое-какую вибрацию, но в основном это легкое покачивание. Мы просто катаемся и пытаемся понять об ощущениях о данном байке. Вот так вот выглядит сельская местность в Китае, кстати. Какие-то дома, коробки, сопки, ручей. И знаете, даже в этом далеком месте довольно-таки ухоженно, не считая дороги. Да, смотрите, заборчики такие, причем все довольно-таки старое. Так, ну да ладно, мы говорим не о красотах Китая. А вот и Женя на BR40 трайке. Кстати, про эту модель вы тоже можете посмотреть. Мы уже сделали 2 видео, они очень прикольные. Посмотрите, там у нас кое-какое особенное задание для этого байка. И мы его выполнили с честью. О, смотри, смотри, арбуз. Вот смотрите, мы просто в деревне, зачем здесь вот скульптура арбуза? Решили поехать посмотреть на арбузик поближе по вот такому вот узкому мосту. Кстати, на похожем мосту мы снимали видео про BR20. Смотрите, как красиво, а? Вот оно как бы дикое, древнее и очень красивое. Ладно, поехали посмотрим на арбуз. Может, здесь где-нибудь написано, зачем этот арбуз? Где? На камне. Ну-ка. Блин, нифига себе. Нет, с вот этого я в шоке, конечно. Такое на камне писать. Ну и на такой вот арбузной ноте мы хотим подвести кое-какие итоги по этому байку. Это ситикок от компании Skyboard. Это модель BR30, алюминиевая, 12-дюймовое литье и высокий клиренс. Это просто его главные фишечки. Хочу очень сильно отметить, это плавность езды, он просто реально вот так вот плывет, даже если долго ехать, тебя может просто укачать от этого расслабления, от этой плавности. 3000-ваттное колесо позволяет вам разогнаться до скорости порядка 57 км в час, но напоминаю, что 40-градусная жара, условия явно не идеальные ни для батареи, ни для мотора. Не для моего носа. Не для моего носа, уже видно, да? Ну, чуть-чуть видно. Ну, это пипец, это все. Каждый обзор мы обгораем. Каждый обзор, вот этот вот нос. И не только нос. И вон тот вон нос, и не только нос обгорает для того, чтобы подарить вам немножко ярких, горячих впечатлений о наших байках от компании Skyboard. Обо всех комплектациях, обо всех фишечках и любую информацию вы можете узнать на нашем сайте, это skyboard.store. Также там широкое разнообразие наших моделей, а грамотный персонал и удобный интерфейс позволят вам выбрать именно вашу модель электробайка ситикок от компании Skyboard. Но на этом мы не прощаемся с нашим вот этим замечательным байком, как и мы не прощались со всеми остальными байками, видео о которых вы можете посмотреть на нашем канале. Будут очень интересные, просто сумасшедшие штучки, покатушки, сравнения и сумасшедшие тест-драйвы. Сразу говорю, кстати, что все наши модели тестовые, мы вам их не отправим, вам придут свеженькие, горяченькие, в пленочках, красивые. Мы же даже не уверены, что после наших тестов эти модели, в принципе, смогут существовать. Поэтому смотрите наш канал. Меня зовут Андрей, компания Skyboard. Пока!